Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о программе Mosaic Digital. Программа нужна для того, чтобы генерировать изображения из ваших фотографий на мероприятии для создания фотостены. Программа предназначена для Windows, работает требовательно к оперативной памяти, так что рекомендуется использовать компьютеры с оперативной памятью от 12 гигабайт. И если по процессору, то смотреть в сторону i5 восьмого поколения и выше. Как устроен процесс генерации изображения? В программе задается горячая папка, в которую вы настраиваете поступление фотографий с мероприятия. Это может быть фотограф, копировать фотографии с SD-карты в папку, либо настроить горячую папку под фотобудку. И тогда все фотографии автоматически будут поступать на стену и также автоматически распечатываться. К каждой фотографии присваивается номер, который соответствует столбцу и строке на фотостене. Гость, получая фотографии, ищет этот номер на стене и размещает ее. Что касается принтер вы можете использовать абсолютно любой. Есть самые распространенные для фотомозаики. Лучшим и удобным является TMC 3500, TMC 3500 от Epson. Он удобен тем, что печатает сразу фотографии на стикерах, которые легко отклеить и разместить на стену. Единственный минус – это его стоимость. В остальном самые популярные это DNP RX1 и Mitsubishi. Там 70, 80, 90 модели, без разницы. Здесь минус в том, что вам необходимо придумать, как вы будете размещать фотографии на стене. Скорее всего, это будет использоваться двойной скотч. Также при выборе принтера учитывайте скорость печати фотографий. То есть, исходя из этого, ориентируйтесь, за какое время вы соберете фотостену, сколько потребуется вам времени на фотографирование, сколько потребуется времени на печать фотографий, и закладывайте еще время на поиск этих фотографий на стене и их приклеивание. Еще раз хочу отметить, что программа не работает с камерой, то есть сюда не подключается камера, нет никаких поддержек камер. Программа именно работает с горячей папкой, которую вы выбираете. И все фотографии, которые поступают в папку, размещаются на фотостене. Теперь перейдем непосредственно к обзору интерфейса и функционала программы. Контрол-панель. Здесь отображается процесс заполнения стены, сколько фотографий осталось, сколько фотографий напечатано, такая общая статистика, а также список сессий. Сессия – это комплекс настроек, который предназначен для конкретного мероприятия. Соответственно, здесь значки управления. Создать сессию, подтвердить сессию, очистить кэш, удалить выбранную сессию, открыть папку, в которой располагаются все файлы, относящиеся к сессии, запуск и остановка сессии. Визуализация стены. Визуализация стены, здесь отображается ход заполнения мозаики. То есть вы в реальном времени видите, сколько фотографий распечатано, в каком месте она располагается. То есть, если что, можно где-то поменять фотографию, но это дальше еще покажу. Дальше основные настройки. В основных настройках вы задаете размер стены. Размер стены определяется количеством строк и количеством столбцов, а также размером непосредственно самой ячейки. Максимальный размер идет до формата А4. И дальше идут просто
значения в пикселях и в сантиметрах. То есть размер ячейки в пикселях, размер всей стены в пикселях и размер стены в сантиметрах. После того, как вы задали размер стены, все настройки, то вам необходимо экспортировать стену, точнее даже не стену, а сетку, для того, чтобы передать этот файл в печать. То есть это сетка в формате PNG, которая передается в типографию и распечатывается. Чаще всего для фотостены используется ПВХ. 5-6 мм, в принципе, достаточно. После чего выбирается основное изображение. Основное изображение можно кадрировать. При кадрировании сохраняются пропорции стены, которые были заданы. То есть у нас сейчас 10 на 10 квадрат. Соответственно, можно вот таким вот образом двигать. Нажимаем ОК. И прозрачность. 100 – это ваша стена непрозрачная. 75 – средняя прозрачность, чаще всего, которая используется. Далее идет наложение для ячейки, которое будет отпечатываться на каждой фотографии. Оно может применяться к фотографии на стену и для фотографии гостю. Можно, то есть, и печатать и для гостя, и для стены. Какой-то, допустим, размещать логотип на каждой фотографии. Или включить опцию размещать логотип, оверлей, наложение только на копии для гостя. Дальше идут такие дополнительные настройки, о которых поговорим позже. То есть это вот базовые мы прошлись. Дальше идет меню «Контент». В этом меню настраивается, откуда будут поступать фотографии для стены. Самое распространенное, стандартное – это фотографии из горячей папки. То есть выбирается определенная папка, в которой поступают фотографии, которые потом идут на стену. Также можно выбирать сетевую папку, допустим, если у вас работает два компьютера, фотобудка, допустим, и чисто ноутбук под мозаику, и они находятся в общей сети, тогда выбираем сетевую папку в проводнике, и когда вы используете сетевую папку, желательно задавать задержку, при которой программа будет брать фотографию на стену. Дальше. Instagram. Данный функционал сейчас не рекомендуется использовать, потому что происходят блокировки. То есть тот аккаунт, который вы здесь укажете, с вероятностью 99% будет заблокирован Инстаграмом. То есть на данный момент, к сожалению, эта опция недоступна. И email. Есть возможность принимать фотографии на стену через входящую почту. То есть гости на мероприятии отправляют фотографии со своих устройств на почту, и эти фотографии также попадают на стену. Background Replacement – это функционал для использования фотографий на хромакее. Данный формат интересно выглядит на какой-то векторной графике. То есть это не подойдет для портретов, для фотографий и тому подобное. Вот, то есть фотография, зеленый фон удаляется, и человек, там, не знаю, портрет или во весь рост размещается на фотостене, и здесь можно дополнительно задать прозрачность, с которой он будет помещаться на фотостену. Сейчас покажу, как это настраивается.
Это настройки удаления. Ну, здесь вы можете использовать базовые настройки. В принципе, оно хорошо отрабатывает, если у вас изначально зеленый фон хорошо подсвечен. Изображение для шаблона. То есть на мероприятии вы делаете первую фотографию с хромакеем и загружаете сюда в программное обеспечение. И то есть это изображение будет использоваться как шаблон для всех будущих поступающих фотографий. Маску мы можем нарисовать. Маска нужна для того, чтобы отсечь лишнее из фотографии. Таким образом. И прозрачность 70, либо можно попробовать 60 даже для этого. То есть изображение человека будет помещаться в стену с прозрачностью 60. Следующее меню. Меню выбора принтеров. Активируем опцию печати. Добавляем принтер, который мы используем. Что стоит отметить, что все настройки задаются в драйверах принтера. Ориентация, там, не знаю, обрезка, поля и так далее. Все настройки задаются в программе принтера. То есть программа фотомозаики просто берет настройки из базовых настроек принтера. Здесь можно задать количество копий, вот эти отступы, но по факту их здесь использовать не стоит, а задавать все настройки в программе принтера. Меню коллажа предназначено для фотографий 10 на 15, которые распечатываются там с DNP RX1 либо с Mitsubishi, для того, чтобы сократить размер стены. То есть мы используем вместо не 10 на 15, допустим, фотографию, а 7,5 на 10 сантиметров. Таким образом у нас стена уменьшается в половину. И также мы размещаем на фотографии дополнительную копию гостя. С помощью резака разрезаем фотографию пополам. Одна идет на стену, а вторая половина отдается гостю. Сейчас покажу, как это настраивается. Допустим, у нас будет широкая фотография. Здесь задается размер бумаги в пикселях. Если говорить про DNP RX1, то это где-то 1840 на 1240. Нет, в данном случае у нас, если у нас ячейка широкая, то здесь наоборот нужно сделать настройку высокую, вертикальную. Переносим сюда превью изображения. Размер задается исходя из настроек стены. Возвращаемся в настройки стены. Смотрим размер в пикселях 897 на 1204. 897. К краю сдвигаем, чтобы уместить полностью. 897. Вот, и задаем небольшой отступ. И также все значения в пикселях. Вот эти поля, которые остаются, они при печати будут не видны. И здесь то же самое.
Примерно так. Теперь, когда фотография распечатывается, с помощью резака вы разрезаете фотографию и одну часть размещаете на стене, а вторая отдается в руки гостю. Меню модерации. Соответственно, меню модерации нужно, чтобы отсечь нежелательный контент, который может пойти на стену. Я думаю, с этим все понятно. Здесь может быть модерация из горячей папки, из почты и из Инстаграма. Ну, как мы и говорили, Инстаграм мы не используем. Механика какая? Все фотографии, то есть если мы, допустим, используем модерацию из горячей папки, то все фотографии сначала помещаются в это меню, и вам необходимо будет подтверждать в каждую фотографию, какую отправить на стену, а какую удалить. Точно так же с почтой. Призовые ячейки. Данный функционал предназначен для того, чтобы мотивировать гостей размещать фотографии, фотографироваться вообще, то есть участвовать в активности фотомозаики, фотографировать и размещать фотографии. Допустим, мы можем задать, там, не знаю, 10 призовых ячеек, сгенерировать ячейки, они образуются случайным образом, назначаются случайным образом, после чего гость получает фотографию, на котором идет отметка с изображением какого-то приза. Да, вот сюда нужно будет загрузить обязательно изображение в размер ячейки. То есть мы создаем изображение с наложением в виде какого-то приза в размер ячейки в пикселях. И когда гость получает фотографию, он видит, что у него на фотографии отпечаток вот этого логотипа, приза, и, соответственно, он обращается уже к заказчику, кто там на площадке организует мероприятие, и получает какой-то приз. Вот. И дополнительное меню с настройками превью для визуализации стены. Также есть активация либо деактивация умного кадрирования фотографии. Если мы используем умное кадрирование, то программа старается разместить в центре кадра лицо человека, то есть уместить его в центре кадра. Это бывает иногда срабатывает некорректно, когда фотографируется группа людей, то есть некоторые люди могут быть обрезаны. То есть здесь уже нужно смотреть по факту, использовать это или не использовать. Здесь можно отключить отображение стены в визуализации. Это нужно для того, чтобы снизить нагрузку на оперативную память. То есть, если вы чувствуете, что компьютер не справляется, и таким образом можно снизить, оптимизировать нагрузку. И, возможно, проверка обновлений. Так, теперь хочу рассказать про дополнительные настройки. Опция последней ячейки. Может понадобиться, допустим, ситуация, когда на каком-то корпоративном мероприятии требуется, чтобы последнюю ячейку разместил, там, допустим, директор компании. То есть мы задаем где-то в центре или еще где-то номер строки, номер столбца, задаем ячейку, которая будет распечатана последней. И, соответственно, когда она будет распечатана, руководитель берет эту фотографию и размещает ее в центре. Потому что изначально все фотографии распределяются рандомно. То есть нельзя предугадать. Но при использовании последней ячейки, соответственно, она будет распечатана последней. Так, настройки шрифта для ячейки. Это будет применяться к фотографии. То есть именно то, что будет напечатано на фотографии. Шрифт
положение номера ячейки на самой стене в программе не предусмотрено. То есть все, что здесь меняется, будет применяться к фотографии. И последняя дополнительная настройка – это приоритет заполнения. Используется в случаях, когда стена содержит какой-то логотип, находящийся в центре, а все остальное залито сплошным цветом, там, белым, черным, без разницы, да. И таким образом мы можем, как-то здесь, допустим, вот, рисуем область приоритетного заполнения, и таким образом сначала будет заполнен этот прямоугольник, а уже потом программа рандомно раскидает фотографии. Это для ускорения процесса заполнения, потому что здесь нам нужно соблюсти порядок размещения ячеек, чтобы логотип выстроился, да, как пазл. За этим логотипом цвет сплошной, и уже можно не смотреть, куда лепить ячейки, потому что цвет везде одинаковый, и не соблюдать нумерацию. Вот, в принципе, все. Подробно можно прочитать, ознакомиться с функциями в текстовой инструкции. Если есть вопросы, пишите, звоните. Всем удачи!